CUDAS — это основанная на блокчейне платформа облачных вычислений, целью которой является предоставление разработчикам децентрализованной инфраструктуры для запуска и масштабирования своих приложений. В этом видео мы рассмотрим, как работает CUDAS и чем он отличается от традиционных платформ облачных вычислений. Сеть CUDAS состоит из трех основных компонентов – сети CUDAS, узлов проверки CUDAS и торговой площадки CUDAS. Сеть CUDAS – это децентрализованная сеть узлов, которая предоставляет вычислительные мощности разработчикам, желающим запускать свои приложения. Сеть состоит из отдельных пользователей и организаций, которые могут предоставлять сети свои вычислительные ресурсы и получать взамен вознаграждение. Узлы CUDAS Validator являются основой сети, ответственной за проверку транзакций и обеспечение целостности сети. Этими узлами управляют частные лица и организации, которые разместили токены CUDAS и заинтересованы в поддержании безопасности и производительности сети. Торговая площадка. CUDAS – это место, где разработчики могут покупать вычислительные мощности в сети. Торговая площадка предоставляет разработчикам простой в использовании интерфейс для доступа к ресурсам сети и запуска своих приложений. Как работает CUDAS? CUDAS использует механизм консенсуса Proof of Stake для обеспечения безопасности своей сети. Валидаторы обязаны размещать токены CUDAS для участия в сети и имеют стимул поддерживать безопасность и производительность. Эта модель стимулирования гарантирует, что валидаторы будут вовлечены в игру и будут мотивированы действовать в наилучших интересах сети. Разработчики могут получить доступ к сети CUDAS через CUDAS CDK, который предоставляет простой в использовании интерфейс для создания и развертывания приложений. SDK включает в себя инструменты для разработки и тестирования приложений, а также API для доступа к ресурсам сети. Когда разработчик хочет запустить свое приложение в сети CUDAS, он может отправить задание на CUDAS Marketplace. Задание отправляет требования к вычислительным ресурсам, необходимым для запуска приложения, такие как объем памяти, мощность процессора и требуемое место для хранения. Проверяющие, которые соответствуют требованиям задания, могут принять участие в торгах и предложить свои вычислительные ресурсы разработчику. Затем разработчик может выбрать валидатора, которого он хочет использовать, и задание выполняется на узле валидатора. Как только задание завершено, разработчик платит валидатору токенами CUDAS, а валидатор получает вознаграждение за предоставление своих вычислительных ресурсов сети. Токены CUDAS, используемые для оплаты, сжигаются, что сокращает общий запас токенов и увеличивает стоимость токена. Преимущества CUDAS. CUDAS предлагает ряд преимуществ по сравнению с традиционными платформами облачных вычислений. Прежде всего, CUDAS предоставляет децентрализованную инфраструктуру, что означает отсутствие единой точки отказа или центрального органа, контролирующего сеть. Это делает сеть более безопасной и устойчивой к атакам. Во-вторых, CUDAS более экономична, чем традиционные платформы облачных вычислений. Используя незанятые вычислительные ресурсы, сеть может предоставлять вычислительную мощность по более низкой цене, чем традиционные облачные провайдеры. Наконец, CUDAS более экологична, чем традиционные платформы облачных вычислений. Используя незанятые вычислительные ресурсы, сеть снижает общее потребление энергии, необходимой для запуска приложений, уменьшая углеродный след платформы. CUDAS – это децентрализованная платформа облачных вычислений, которая предоставляет альтернативу традиционным платформам облачных вычислений. Платформа использует механизм консенсуса Proof of Stake для обеспечения безопасности сети и предоставляет разработчикам простой в использовании интерфейс для доступа к ресурсам сети. Используя незанятые вычислительные ресурсы, CUDAS обеспечивает более экономичную и экологически чистую альтернативу традиционным платформам облачных вычислений. Всем огромное спасибо за просмотр, надеюсь, это видео оказалось полезным для вас. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Все ссылочки на CUDAS вы найдете в описании. До новых встреч, пока!